Часто ли вы чувствуете тревогу, когда все вокруг кажется нормальным? Знакомо ли вам ощущение, что тревожность приходит без видимой причины? На самом деле, все это может быть связано с тем, как вы воспринимали мир в детстве. В этом видео мы поговорим о том, как тревожные реакции из детства формируют ваш мир в настоящем. И самое главное, как работать с тревогой самостоятельно. Поэтому досматривайте видео до конца. Итак, как же формируется тревожность в детстве? Тревожность – это не просто состояние, которое возникает вдруг ни с того ни с сего. Она часто уходит корнями в детство, когда мозг ребенка только формирует основные формы реакции на внешний мир. Детские травмы, такие как эмоциональное или физическое насилие, непринятие со стороны родителей, игнорирование потребностей ребенка, завышенные ожидания – все это оставляет в человеке глубокий след. Представьте себе, что ребенок с раннего возраста слышит: «Не расстраивай меня, ты должен быть хорошим, ты должен быть сильным, ты не должен ошибаться». Эти фразы формируют в его сознании убеждение, что его ценность зависит от того, как он себя ведет, а не от того, какой он есть на самом деле. Таким образом, он приучается чувствовать тревогу, если что-то идет не так или если он оказывается не идеальным. Каковы же причины формирования тревожности в детском возрасте? Причина номер один. Если в детстве родители постоянно требовали от ребенка успехов в учебе и идеального поведения, то такой ребенок со временем приучается бояться ошибок. С каждым неудачным опытом этот страх усиливается, и со временем такой человек начинает испытывать тревогу в любой ситуации, где потенциально возможен провал. То есть причина номер один – это перфекционизм и страх ошибки. Причина номер два. Если ребенку родители говорят: «Не плачь, ты должен быть сильным», то такие фразы приводят к подавлению эмоций у ребенка. В результате взрослый человек может не осознавать, что его тревожность вызвана с подавленными эмоциями из прошлого. Это и формирует напряжение, которое выражается в виде тревожности. То есть причина номер два – игнорирование эмоций. Причина номер три. Если в детстве ребенок сталкивался с недостатком внимания и любви, это могло породить в нем страх быть отвергнутым, если он не будет достаточно хорошим. Этот страх часто сопровождает тревожность уже во взрослом возрасте, когда человек пытается угодить всем подряд, забывая о собственных потребностях. Итак, причина номер три – это страх отвержения. Как же детские травмы приводят к хронической тревожности? Травмы детства не проходят бесследно. Они оставляют в вашем подсознании установки, которые продолжают действовать уже во взрослом возрасте. И в таком случае тревожность становится не просто реакцией на конкретные ситуации, а хроническим состоянием. Вы боитесь быть отвергнутым, ошибаться, потерять контроль или не оправдывать ожидания. И пока эти травмы остаются неосознанными и непереработанными, они продолжают влиять на принятие решений и становятся автоматическими реакциями. Вы сами, того не замечая, начинаете избегать ситуаций, которые могут вызвать тревогу, или пытаетесь контролировать все подряд, чтобы не столкнуться с чувством неуверенности. Как же справиться с тревожностью, связанной с детскими травмами? Признание того, что тревожность может быть следствием детских травм, это уже первый шаг к исцелению. Важно осознать, что вы не родились с тревогой, она была сформирована вашим детским опытом. И для того, чтобы начать работу с тревожностью, вам нужно, во-первых, признать свои чувства. Понимание того, что ваши тревоги, ваши чувства не случайны, что корни их ведут в детство, позволит вам быть более внимательным и терпеливым, и добрым к самому себе. Совет номер два. Научитесь отслеживать свои триггеры. Записывайте ситуации, которые вызвали у вас тревогу, и ищите связь с вашими детскими переживаниями. Например, я боюсь критики, потому что в детстве меня часто ругали за ошибки. Это поможет осознать, что тревога – это не что-то реальное и что-то, с чем невозможно работать, а это ваша старая защитная реакция. Совет номер три. Развивайте уверенность в себе. Начинайте ценить себя не за то, что вы сделали,
а за то, какой вы есть. Постепенно вы осознаете, что ваша ценность не зависит от прошлого, и тревога начнет отступать. Ну и совет номер 4. Если у вас не получается справиться с тревогой самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу. Это поможет осознать и переработать травмы, которые были подавлены вами в детстве. Если вам интересно узнать больше о том, как работать с тревожностью, как тревога и стресс связаны с детскими травмами, подписывайтесь на мой канал.